Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим популярный торт «Молочный ломтик». Я покажу свой вариант. Он будет состоять из нежного шоколадного бисквита с молочно-шоколадной пропиткой и нежного молочно-сливочного мусса. Получается очень вкусный и нежный торт. Отличный вариант для детского торта, но и взрослые не останутся равнодушными. Итак, приготовление начнем с шоколадного бисквита. Сначала просеем сухие ингредиенты вместе: муку, кукурузный крахмал, какао и разрыхлитель. Нам важно избавиться от всех комочков, которые могут образовать какао или разрыхлитель. Затем все хорошо перемешаем венчиком и пока отставим. В отдельной чаше будем взбивать яйца с сахаром. Сначала начинаем взбивать яйца на невысокой скорости миксера до появления легкой пены, и белок с желтком должны объединиться. Затем, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. Когда весь сахар добавим, скорость можно увеличить и будем продолжать взбивать массу до ее значительного увеличения в объеме, посветления и пышности. Вот такой должна получиться масса. Посмотрите, как сильно она увеличилась в объеме, посветлела. Сахар должен полностью раствориться. Ну а время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера, но скорее всего это не менее 10 минут. Теперь к взбитой яичной массе добавляем просеянные сухие ингредиенты и с помощью лопатки, не миксером, нам нужно объединить массы. Перемешивать нужно аккуратно, но быстро, чтобы количество движений было минимальным. Нам важно не потерять объем взбитой массы. И вот таким тесто получается. Далее нам нужно растопить сливочное масло, чтобы оно получилось вот таким жидким. И к нему нужно добавить несколько столовых ложек теста и хорошо-хорошо перемешать до однородного состояния. Вот так должно получиться, масло вмешалось в тесто. Теперь добавляем эту часть к общему объему и перемешиваем до однородного теста. Стараемся это сделать также максимально быстро, но аккуратно. И вот таким должно получиться тесто. Сразу перекладываем его в форму для выпечки, и духовка должна быть уже разогретой. Температура выпечки 180 градусов. В моей духовке бисквит выпекался примерно 40-45 минут. Но ориентируйтесь по особенностям своей духовки, так как время у нас может отличаться. Готовый бисквит переворачиваем вниз головой, чтобы отделить от донышка фольгу. Даем бисквиту немного остыть и затем аккуратно ножиком отделяем его от стенок формы и достаем. Вот такой получился бисквит. Горячий, он очень нежный и воздушный. Аккуратно заворачиваем его в пищевую пленку и отправим охлаждаться в холодильник. После стабилизации в холодильнике с бисквитом удобно работать. Разрезаем его на 3 равных коржа. И вот таким бисквит получается. Он очень нежный, вкусный и воздушный. И перед тем, как готовить мусс, нам нужно сразу подготовить форму для сборки торта. Торт будет собираться в кольце. Нам понадобится подложка, разъемное кольцо и ацетатная лента, которую нужно будет проложить внутри кольца. И теперь можно готовить очень вкусный молочно-сливочный мусс. Итак, в первую очередь мы замочим желатин в холодной воде. Его нужно хорошо перемешать, чтобы он не комковался, и пока оставить для набухания. Далее нам нужно подготовить взбитые сливки. Для взбивания подойдут сливки жирностью от 30%, чаще это 33-35%. Перед взбиванием сливки должны быть очень хорошо охлажденными, это важно. Взбивать сливки начинаем на невысокой скорости миксера, и постепенно ее можно увеличить до средней или средневысокой. Взбиваем сливки до заметного увеличения в объеме и пышности и до начала момента загустения. Сливки станут объемными, пышными, воздушными и слегка загустеют. То есть они будут чуть более плотные, чем полувзбитые. Вот такими должны получиться сливки, и до момента использования уберем их в холодильник. Теперь приготовим основу для нашего мусса. В сотейник наливаем молоко и к нему добавляем половину сахара. Перемешиваем и отправляем нагреваться до кипения.
Пока молоко греется, к желткам добавим вторую половину сахара и сразу же разотрем венчиком. Когда молоко закипело, снимаем его с плиты и сразу тонкой струйкой вливаем его в желтки, при этом активно перемешивая венчиком. Затем всю массу выливаем назад в сотейник и снова ставим на плиту. На среднем огне будем варить массу до температуры 82-83 градуса. Здесь важно довести массу до этой температуры и вовремя остановиться. Если температуру превысить, то масса быстро, буквально на глазах, может свернуться. Масса сильно не загустеет, она будет ближе к консистенции соуса, поэтому лучше ориентироваться по термометру и чтобы он был хорошим. Важно варить массу, постоянно перемешивая лопаткой. Как только масса дошла до нужной температуры, сразу же снимаем ее с нагрева и быстро переливаем в другую посуду. Я всегда переливаю через сито, потому что с желтками часто попадают частички белка, а они сворачиваются. Дно сотейника должно оставаться чистым, без пригоревших элементов. Возвращаемся к нашему желатину, он уже набух. Сразу в горячую массу добавляем набухший желатин и хорошо-хорошо перемешиваем, чтобы он полностью разошелся в массе и не оставлял комочков. Теперь нам осталось соединить эту массу со взбитыми сливками, но перед их добавлением нужно, чтобы масса остыла примерно до 30 градусов. Сливки тоже можно достать из холодильника, чтобы они немного согрелись. Затем добавляем сливки в массу и быстренько перемешиваем до получения однородного мусса. Делаем это активно, лопаткой обязательно собираем массу со дна и со стен чаши, чтобы перемешивание было равномерным. И в результате получается вот такой однородный мусс, и он очень-очень вкусный. И будем сразу собирать наш торт. Для пропитки бисквитов я здесь использовала шоколадное молоко, его приготовить очень просто. Количество ингредиентов и способ приготовления я напишу в описании под видео. В сборке торт очень простой. Когда пропитали первый бисквит, вокруг него оборачиваем ацетатную ленту и сверху зажимаем разъемным кольцом. На бисквит выливаем половину мусса. В таких тортах я рекомендую на весах делить мусс на равные части, чтобы в разрезе слои были аккуратными. Сверху на мусс выкладываем следующий бисквит, подравниваем его, чтобы было аккуратно, пропитываем его шоколадным молоком. Сверху выливаем вторую часть мусса, на мусс выкладываем последний бисквит, пропитываем его и собранный торт убираем в холодильник на стабилизацию. Минимум часов на 6-8, лучше такие торты собирать на ночь. После стабилизации вы можете выровнять кремом этот торт, так же как обычный бисквитно-кремовый торт. В описании под видео я оставлю ссылки на рецепты разных кремов для выравнивания. И вот такой вот торт в итоге получился. Торт получается очень нежным и очень вкусным. Наверное, поэтому он сейчас так популярен. Так что обязательно попробуйте. Друзья, на этой вкусной, соблазнительной ноте у меня все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!